Вроде по объему уменьшается, а по весу Да. вообще ни разу. Иногда даже как будто прибавляется. Да. Лучшая часть путешествия, когда мы вот рюкзачки оставили и пошли вниз по тропе без рюкзачков. Идем смотреть какие-то прекрасные виды. Видовка Змейка. Видишь, она как змейка. Очень-очень крутой подъем. Я тут еле сейчас сползла. Виды, как всегда, очень красивые. В горку по очень узкой тропе козьей. Вот в таком туннеле буквально. Поднимаемся. Только что купались. Но уже снова так жарко, что невыносимо. Но таков подъем. Ничего не поделать.
Ой. И Алина такая, а я тебе говорила, а я тебе говорила. Весело? Весело. В такие подъемы поднимаемся. Сейчас я пойду. Алина, как всегда, впереди. Очень круто. Это все, Алина? На данный момент, да. Хотя бы на данный момент. Мы поднялись. Ну как? Вначале мы там фоточку делали, и Таня была такая. А сейчас Таня такая. Но, между тем, пройдено. Это круто. Красота неимоверная. Идем, любуемся, постоянно снимаем. Из-за этого, конечно, очень медленно двигаемся. А как тут не снимать-то? Конечно. О, наконец-то! О, это хорошо. Но это только первое, наконец-то, в этом дне Да. ходовом. Это не окончательное, наконец-то. Нет, мы пообедаем, пойдем дальше. Сейчас я буду кушать, сейчас меня покормят. Ура, ура, ура. Я прям очень голодная. У меня гречечка с говядиной, по-моему. У меня лапша грибная. Я попроще. Конечно, лосиная муха. Решила искупаться Да. в моей еде. Лосиная муха, кстати, атаковывает. Только Много. успеваем из волос отовсюду вытаскивать. В общем, очень крутой подъем, очень крутой спуск. Это две любимые фразы в этом походе. Я просто, когда Алина их говорит, я просто сразу, у меня радость, силы прибавляются, энергия просто. В общем, обожаю. Вниз вот так вот. Круто. Я даже не знаю, какие тут углы. Крутые углы. Да. Тут какие-то полуступеньки. Это косули. Да. А так, такой наклон, что непонятно какие. Ура! Красиво, да? Очень.
Скальный остров Три Грота. Красота. И мы хотели перейти на ту сторону, но не получилось. Алина проверила. Глубина идет и течение сильное. С рюкзаками это весьма опасная затея. Ну как, можно, конечно, намочить вещи там, себя. Только так. Но очень красиво. Так, набираем запас воды. Ну как набираем? Алина набирает, я снимаю на видео. И уже с бурдюками в руках пойдем искать стоянку. Итак, подгоняемые громом, раскаты грома. И там вот небо темное-темное. И быстро устанавливаем лагерь. Я установила палатку тент. И тент, конечно, тут не получается как-то во всю мощь установить. Ну как установила. Между этими деревьями. И какая-то зона остается, там с горелкой можно посидеть, приготовить покушать. Алина тоже там устанавливает палатку. Все в процессе. По-быстрому накидала, просто в палатку вещей набросала. Не разгребая, потом буду разгребать. В принципе, уже довольно поздний вечер. И надо как-то готовить, кушать и отдыхать. Мы сегодня много ходили. Вообще, 5-й день. Такой же насыщенный, как и предыдущие все дни. Пока гром гремит далеко. Может, конечно, и не захватит. Но надеяться на это не стоит. Там вообще очень темное небо. Очень темное. Камера не передает, насколько оно темное. Но оно прям темное. Так, я уже еду заварила. И тут ветер, порывы. Листья, иголки сыпятся. Даже немножко накрапывать начало, но прекратилось. Посмотрим, как дальше будет. Мне в еду нападали иголки. Ну, в целом все хорошо. Главное, что палатки стоят. Гремит. Все. Там настаивается. У меня суп горохово-пшеничный. Паштет. Это мы с Алиной пополам съедим. Я половинку, потом ей отнесу половинку. Печеньки. И все. Такой домик.
ты тут стоять. А, мы тебя подождем, ты входи. Ну и раз такая погода, залезла пораньше в палаточку. Ну, мы с Алиной, конечно, обе залезли пораньше в палатки. Буду отдыхать. Утро 6-го дня. По верхушкам деревьев туман, внизу тумана, к сожалению, нет. Хотелось, чтобы внизу был. Еще рано, а я тут брожу. Вот она. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня Танюха вперед стала. Первый раз. Да. Потому что я всю ночь не спала. Алина не спала Под почему-то. утро уснула. Да, видно по тебе. А сегодня такой переход нам грозит. Ну, ничего не поделать. Все в тумане, все мокрое. Да. Итак, сбегали к реке, искупались. А теперь хочется чего-то горяченького поесть и будем собираться. Такой лагерь с утра. А там Алина со штативом бегает. Тент мокрый, засыпан иголками. Надеюсь, пока поедим, хоть чуть-чуть просохнет. Потому что все это нести.
Какое счастье, выходит солнышко. Очень хочется, чтобы оно подсушило все. Тент, палатку, нас. Я кипячу воду уже в термос. Завтрак заварила. Утро продолжается. А там такой туман. Красота какая. Все, завтракать выползла на солнышко. Неохота в тенечке. Горячая еда. Радует то, что тент высох. Меня это волновало. Нести влажный тент не особо приятно. А тут все хорошо. Кордон, к которому мы идем, там где-то вода есть, наберем водички. Ну так люди живут, счастливые люди. Красота вокруг. Красота. Никого нет пока что. Собака на нас гавкает. Вдали еще одна. Вон там собачка. И меня грызет слепень. И мы не знаем, где родник. Такая ситуация. Тут ручей, родник нашли. Алина будет новую воду себе набирать. И техника. Мне кажется, давно ей не пользовались. Трава уже выросла. Выход в природу. Выход только вот это мешает. Да, мы с рюкзаками тут. Хорошо, хоть он есть. И не закрыт. А так-то... О, так. Ой, я вхожу вообще. Так, вхожу вроде. Все. Все закрыто, да? Идем по такой воде, по грязи. Я иду неспешно, потому что тут подъем он небольшой, но настойчивый. Просто не хочу идти по грязи, иду напрямую по крапиве, она выше роста. Руки и даже нос уже печет. 33 удовольствия, скользко, круто и крапива. Просто какой-то... Ох, да. Главное, чтобы потом лицо пятнами не пошло. Потому что прям лицом в крапиву. В крапиву. Ой, кошмар. Вот это я просто иду по крапиве. Просто лицом, всем телом. А меня
щипает, что капец. Что капец. Вот это да. Конечно, камера вообще не передает угла подъема. Вообще никак не передает. Танечка, немножечко. Все, поехала назад. Не едь, пожалуйста. Только не едь. Не, вот надо на ту траву переходить. Тут я вообще еду. Так, сюда. Опа. Просто хотя бы крапива закончилась. По тропе вообще нереально идти. «33 удовольствия. Угол, грязь и крапива. И еще вода в рюкзаке. И вода в рюкзаке, вес рюкзака. Я же говорю, 33 удовольствия. Это вот только часть. Да не, если... Да мы еще только начали. Да, мы только начали. Это еще одно удовольствие. 33 удовольствия. Да, буду сейчас офигевать от видов. А вон там вдали тот кордон, который мы обходили, набирали воду. Как он далеко, и как мы шли, и как мы поднимались. Пришли вот в такое место, обустроенное, правда. Оно культурное. Алине крайне такое не нравится. Да, и я такое не люблю. Лучше бы тут просто была травушка-муравушка. И тут скалы, красота, зрелище. Алина говорит, это еще не все. Туда пойдем смотреть. Конечно, шикарно. Очень классно. Как хорошо. Сколько тут объектов? На такое можно смотреть часами буквально. Да. Просто сидеть тут на теплом камушке и смотреть. О,
так забавно. Вечно, когда можно снять полностью, не доснимаешь. А когда не надо было так далеко уходить, уйдешь. Да. Ты так вот именно все время происходит. Сейчас подожди. Вот я думаю, со стороны снимать съемочный процесс, это вообще было бы бомбически, как все это происходит. Да.